Сейчас я покажу, как я делаю вот такие надписи. Это будет трафарет, который я делаю с помощью лазерного гравера. Эта технология не подходит для очень мелких надписей, но для масштаба H0 подходит. Нужно подготовить макет в векторном редакторе. Здесь у меня зеленым цветом нарисованы очертания вагона. На самом деле не обязательно рисовать весь вагон, достаточно боковины с балками, чтобы среди них расположить надписи. Я делаю в перевернутом виде, потому что так проще сделать привязку к нулевой точке на станке. Каждый цвет я сгруппировал по отдельности, чтобы быстро переключаться между ними. В окне «Слои и объекты» я выключаю видимость, чтобы сохранить только то, что нужно. Балки нужно сохранить в обычном векторном формате, а надписи отдельно, как точечный рисунок. При этом, чтобы не потерялась нулевая точка, нужно не отключать изображение вагона, а сделать линии белыми. При сохранении я ставлю разрешение 600 точек на дюйм. Теперь несем все это на станочный компьютер и открываем в Laser GRBL. Здесь ничего корректировать не нужно, качество реза я ставлю 20 линий на миллиметр. Далее выбираю динамический режим работы лазера, мощность от 0 до 50%. Для тонкого материала мне этого достаточно. Вот здесь надо поставить птичку и выбрать разрешение 600. Тогда размеры моего рисунка будут правильные. Теперь добавим файл с векторами. Здесь я ставлю дискретный режим работы лазера и ставлю мощность 60%, чтобы в G-коде потом отличать, где какой режим. И вот это уже можно запускать. Вот у меня есть такой шаблон. Здесь прикол в том, чтобы надписи висели над пустотой, чтобы тонкие перемычки не надо было отклеивать ни от какой подложки, и они не порвутся. 0 выставлен по правому плюсику. Я отвел лазер с помощью стрелок через программу, чтобы 0 не сбился. Наклеиваю на рабочее поле малярную ленту с запасом. Запускаю. Дальше идут кадры, ради которых все здесь и собрались. Лазер бодро выжигает буквы и цифры, все гудит, мигает. В общем, магия. Ну что, походу 0 меня все-таки съехал. Ну ладно. Ну вот, что получилось. Теперь все это нужно как-то наклеить на вагон. Нужно попасть довольно точно, и это не так просто, несмотря на то, что прорезаны места под балки. Нужно расправить ленту между балок, добиться полного прилегания. Отдельными полосками закрываю балки, чтобы на них не попала краска. И донышко я тоже дополнительно закрыл. Потом я все это закрасил белой краской. Итак, краска уже подсохла. Пришло время полюбоваться на результат. На самом деле надписей у такого вагона гораздо больше. И сейчас я воспроизвел только самые крупные из них, у которых высота цифр превышает 1 мм. То есть толщина линии 0,3 мм и более. Но в принципе, даже с этим количеством надписей модель уже смотрится поинтереснее.